Когда я смотрела сериал «Великолепный век», меня не покидало чувство непонимания поведения Махидевран. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что все, что происходило с ней и Мустафой, я где-то уже слышала. Пересматривая разные серии повторно, обнаружила, что все проклятия, которые она посылала в адрес Хюррем, сбывались, но только они вернулись к самой Махидевран. Удивительным образом люди забывают о законе бумеранга, который непременно срабатывает с утроенной силой против тебя самого. Высокомерие тебя погубит, Хюррем. И когда ты будешь убиваться, я напомню тебе эти слова. Да, все так. Дальнейший ход событий явно указывает на то, что именно гордыня и высокомерие стали для Махидевран роковыми ошибками. Давайте вспомним, как мать Мустафы поступала с теми людьми, которые были ей безоговорочно преданы. Сюмбюль Ага, Гюльшах Хатун, другие персонажи. В самом начале игры они служили Махидевран, однако, когда та стала проявлять нетерпение, была с ними груба и унижала их, то из преданных рабов они превратились в ее врагов. Вот бы Махидевран хоть чуточку внимания и терпения. О, нет, ты не умрешь, не раньше, чем ты увидишь печальный конец своих детей. Вот именно этими словами опальная мать Шахзаде предсказала не только свою судьбу, но и конец горячо любимого сына. Ведь если вспомнить, Хюррем умерла до того, как увидела смерть своих детей, не учитывая Мехмеда, а вот сама Махидевран пережила жестокую казнь не только единственного сына, но даже и его детей. Забудь о милосердии. Хюррем и ее Шахзаде должны страдать. Так говорила Махидевран Шахзаде Мустафе, настраивая его против Хасики и братьев. Но такие слова принесли страдания лишь ей самой. Иногда я думаю, что если бы мать не вмешивалась в дела Мустафы, то все могло пойти и по-другому. Те зрители, которые смотрели сериал во второй раз, а такие есть, я это точно знаю, смотрели уже его не так, как видели все происходящее впервые. Второй раз наш разум способен вскрыть мельчайшие детали, и ты начинаешь понимать, что многих негативных последствий могло и не быть. Поведи Махидевран себя иначе. Возможно, она не была бы так рано отправлена с сыном в Манису без права на возвращение, если бы сдержала свои эмоции и не избила Хюррем. Допускаю, что если бы Махидевран не настраивала Мустафу с самого раннего детства, что трон может принадлежать только ему и он самый лучший, Мустафа бы не стал вести политические интриги и не попался бы на удочку Рустема и Хюррем, а отсюда не был бы казнен Сулейманом. Да и сама Махидевран при всем при этом прожила бы свою жизнь в радости, наслаждаясь тем, как взрослеет ее сын и внуки. Начиная с первой серии сериала, Махидевран своим поведением вызывала опасения. Ей хватило ума воспитать Мустафу так, что он, будучи еще совсем крохотным ребенком, считал себя султаном. «Мой папа, отведите меня к папе». «Твой папа занят, сынок». «Я приказываю, отведите меня к папе». «Разве это не мой дворец? Хозяин приказал вам». Эта сцена, как гром среди ясного неба, с первых минут предсказала исход жизни Махидевран и ее сына. Валиде тогда чуть не сошла с ума. У нее был просто шок от услышанного. Правильно, ей ли не понимать, какая это ошибка так воспитывать маленького Шахзаде. А эти бесконечные сцены, связанные с безумной печалью, слезами и проклятиями, при маленьком и уже нет Мустафе. Сын, особенно на Востоке, всегда считает свою мать святой. Как же еще должен был поступить мужчина, видя такие страдания матери? Конечно, он был зол и явно хотел бы отомстить. В общем, Махидевран сыпала проклятия против Хюррем, но они вернулись ей самой. Махидевран защищала сына, но в результате привела его к смерти. Так думают большинство. А ваше мнение?